Давайте поговорим сегодня о чистке помещений. Чистка помещений необходима в случае, когда вы чувствуете, что в помещении вас что-то угнетает, мешает, непонятная аура в этом помещении, которая вас гнетет. Вам может быть трудно дышать, плохие сны, видения, различного рода возможные галлюцинации. Вы также можете столкнуться с ситуацией, когда на ваших вещах почему-то отрываются пуговицы, в принципе вещи рвутся, которые даже вы не трогаете, они давно лежат на полке где-то в шкафу. И вы, достав оттуда эти вещи через какое-то время, можете обнаружить, что они порваны, изорваны, разодраны. Хотя у вас нет животных и нет каких-то вредителей, казалось бы. Но это не тот случай. Рассмотрим реальную работу и качественный результат. Чистка помещения от негативных воздействий людей и от злых духов. Влияние людей бывает различным. Иногда бывает то, что человек может просто-напросто сглазить вас. Бывают такие случаи, когда на ваше помещение делается подклад или определенные способы используются для того, чтобы навести порчу на вас. Порчу на помещение, в котором вы живете, на ваш дом, ваш очаг. Таким образом, человек может доставить вам массу неприятностей, и в данном помещении проживание будет просто-напросто невозможно. Что делается в данном случае? В данном случае необходимо предоставить фотографии помещения. Их должно быть достаточное количество. Если потребуется больше фотографий, чем вы предоставили, то колдун, естественно, вам об этом сообщит. Также необходимо будет сказать, где такое помещение находится, то есть это какой конкретно город. Адрес, в принципе, называть не обязательно. Это не всегда нужно. Помещение можно очистить дистанционным способом, а также используя определенные предметы и атрибуты, такие как свечи, подготовленные специально для вас и отправленные вам. Такая работа будет стоить 60 тысяч рублей. Данная стоимость 60 тысяч рублей складывается из площади до 100 квадратных метров. Если мы говорим о площади большей, то тогда следует рассматривать данный случай в индивидуальном порядке. Стоимость будет индивидуальная. Колдун Георгий реально знает, что делает и может вам помочь. Поэтому, если вам требуется помощь в каком-либо из уже перечисленных событий, то тогда обращайтесь. Контакты я оставлю внизу под данным видео в описании. Различные непонятные и необъяснимые события, которые происходят в вашей квартире, в вашем доме, они могут быть связаны как раз с этим. Для того, чтобы обезопасить себя, свою семью, чтобы не было такого, что ваша семья страдает, задумываетесь о переезде, это может вам не помочь. В таком случае необходимо обратиться к специалисту. Специалист ответит на все ваши вопросы, просмотрит данное помещение, может сделать это дистанционно, сказать, есть ли на данном помещении порча, требуется ли чистка или требуется проведение ритуала лично. Такие случаи тоже бывают, это не исключение. В таких случаях необходимо будет оплатить пребывание и дорогу до места нахождения вашего объекта имущества, вашего дома, вашей квартиры, для того, чтобы произвести необходимое мероприятие, провести ритуал чистки помещения от злых духов. Если вы столкнулись с этим, то вам немедленно необходимо связаться с человеком, который сможет данную проблему решить. Был такой случай, обращалась одна женщина, которая рассказывала ситуацию, что ее сестра и дочь сестры были подвержены наведению порчи. Порча была выполнена на кукурузу. Результатом данной порчи в основном является гибель человека. Что в данном случае нужно сделать? Необходимо в первую очередь сделать диагностику и убедиться в том, с чем мы имеем дело. Если это действительно так и все подтверждается, то необходимо сделать обряд снятия порчи. Такая порча неминуемо приводит к гибели человека. Объяснить, каким образом это все происходит, врачи не могут. Либо искать специалиста, который поможет в этом, либо ждать. Исход всегда неприятный, не стоит затягивать. Мать и дочь находились в помещении. В помещении происходило что-то необъяснимое. На вещах отрывались пуговицы. Вещи на следующий день находили разодранными. В помещении кроме них никто не находился. Родственники не верили, что там происходит, и поверили в происходящее только когда воспользовались случаем, приехали и погостили какое-то время в данном помещении. То, что происходило, ужаснуло их.
и они больше не смогли находиться в данном помещении. После этого они приступили к тому, что всей семьей начали поиски того специалиста, который им поможет. В большинстве случаев такая работа довольно дорогостоящая, но если к ней не прибегнуть, то тогда результат приведет к очень серьезным и неприятным последствиям. Как обезопасить себя от этого и как избавиться от данных проблем, вы можете узнать на личной консультации, обратившись к колдуну Георгию и решив сложившуюся у вас ситуацию в вашу пользу. Никто не говорит о том, что во всех случаях человек получит именно тот результат, который оговаривается изначально. Бывают случаи, это редкость, но они бывают, когда что-то идет не так и работа делается, но результат не доводится до конца. Результат есть, но он немного другой. Связано это может быть с чем угодно, так же как стихийные бедствия. То, что сложно предугадать, так как работа выполняется, будущее меняется, соответственно, все может пойти немножко не так. В данной ситуации все равно колдун продолжает работу, продолжает определенные мероприятия и исправляет ситуацию. Работа считается выполненной в том случае, когда ее действительно выполняет настоящий реальный колдун. Обращайтесь, не нужно замалчивать. Проблемы происходят. Никто, кроме колдуна, вам помочь в данной ситуации не сможет. Если на вас навели порчу или поставили родовое проклятие, черную метку, сделали подклад, выполнили заговор на кукурузу на вас или что-то еще в каком-либо варианте, сглазили вас, не терпите, не ждите, что все само собой пройдет. Обычно лучше со временем не становится. Чем раньше вы обратитесь, тем более минимальные последствия будут. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем меньше проблем у вас будет, и тем быстрее можно будет решить данную ситуацию и снять это проклятие или снять эту порчу, избавиться от сглаза и так далее. Ну а на этом все, дорогие зрители, подписчики канала, гости. Смотрите новые выпуски, ставьте обязательно колокольчик, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. С радостью отвечу сам и ответит вам Георгий на ваши вопросы. До свидания. Увидимся в интернете.